Всем привет, с вами Моника, и сегодня я буду делать модельку по эскизу, который нарисовала мне моя младшая сестра. Я попросила ее по-быстрому что-то нарисовать, и вот такой эскиз у нее получился, и именно от него мы будем и отталкиваться. Сразу говорю, что любое негативное мнение о рисунках моей младшей сестры я буду сразу удалять, потому что я считаю, что для ее возраста это отлично. Начну все-таки с лица, но главное не забыть сделать кожу персонажа чуть-чуть более желтоватой. Я думаю сделать модельку в своем стиле, то есть такой а-ля 2D-шный. Я уже пробовала его на своей собственной модельке, которую я делала а-ля себя в Viroid. Очевидно, я показывать это не буду и переходить обратно на 3D-модельки я не собираюсь, потому что я считаю, что в моей 2D-шной модельке, которая у меня сейчас, в ней уже есть какая-то эстетика. И я не хочу от нее отказываться, хотя и предыдущая моя моделька мне тоже нравилась. Я стараюсь сделать глаза максимально мультяшными и по минимуму градиентов. Так, на эскизе моей сестры у девочки не видно, какого цвета у нее глаза, но я предполагаю, что голубые. В принципе, глаза получились достаточно просто, мне было несложно их делать, а вот насчет рта я намучилась с ним очень сильно. Потому что сделать такой а-ля 2D-шный рот-палку, его легко сделать в каком-нибудь графическом редакторе, его легко нарисовать персонажу. Но в Viroid вы с ним намучаетесь. Когда я в первый раз пыталась такую стилистику, я только потом заметила, что когда рот открывается, он выглядит ужасно плохо. А как раз еще с обновлением Viroid там очень неудобно получилось, что когда открываешь, там очень неудобно получилось, что от текстур сразу к эмоциям перейти нельзя, надо сначала сохранить текстуры, потом следующее. Но я не говорю, что раньше было лучше, нет, раньше не было лучше. И вот как раз с прическами я решила особо не заморачиваться, ничего не делать, потому что я не очень люблю делать прически в Viroid, для меня это сложно. И поэтому я взяла уже готовую прическу, сконструировала, и уже буду с ней дальше работать. Дальше меняем цвет волос, мне кажется, и мне удалось попасть в цвет. И дальше делаем их тоже более 2D-шными. Это все делается в текстурах, я в текстурах меняю настройки. И лучше, наверное, создать 2 текстуры даже, чтобы какие-то волосы затемнять и какие-то не затемнять. Так, теперь наконец-то займемся ее кожей и телом. В принципе, мне кажется, ноги можно уже оставить так, как есть, а вот насчет лица, я думаю, сделать все-таки тут какие-то еще тени, потому что без теней оно выглядит неестественно широким, по отношению к телу. И, честно, это немного крипово. Так что, да. В принципе, с остальными какими-то частями проблем особо не было. И, в принципе, мне кажется, самим персонажем уже закончено, надо сделать одежду. Тут у девочки получается красное платье открытое, то есть с таким открытым вырезом. Но я думаю, рукава лучше не делать ей. Это уже, как говорится, моя авторская додумка. И надо сделать платью тоже какую-то обводку, а то оно выглядит слишком-слишком 3D-шно. И, в принципе, оно смотрится даже неплохо, но мне кажется, как-то пустовато. Что если сделать оборки такие белые снизу? Мне кажется, будет прикольно смотреться. Я, на самом деле, очень люблю смотреть всякие процессы создания моделек в Viroid. И там как раз у одного чела он делал просто шикарное платье в Viroid. И там вот столько этих оборок было, я просто смотрю такая, может, тоже сделать? Я, кстати, когда делала свои первые модельки, я их делала без отзеркаливания. Это было так тяжело, жесть. А вот с этими модельками я уже мучаюсь намного меньше. Не знаю, это обновление так повлияло или уже мой собственный опыт моделька дела. Хотя я на самом деле после создания своей Live 2D модельки я просто забросила это дело. Потому что у меня были дела важнее создания моделек, и плюс к тому же, зачем мне практиковаться в Viroid, когда я могу попрактиковаться в Live 2D. Так, я уже расправилась с платьем, и дело за малым. Осталось сделать ей тут обувь, у нее такие розовые кроссовочки, получается, или что это? Будем считать, что кроссовки, хотя, честно, тут можно любую обувь сделать. Кроссовки, кстати, получилось сделать более кайфово, потому что мне прям вообще понравился процесс. И с обводкой они хорошо смотрятся, то есть видно, что прям как будто а-ля 2D. Я думаю, я сделаю все-таки девочке этой перчатки, потому что как компенсация рукавов. Рукавов нет, будут перчатки. Такие же тоже красно-черные. Мне кажется, выглядит стильно. У девочки ноги, они прям такие ярко-желтые на эскизе, в отличие от лица. Мне кажется, можно сделать какие-то яркие желтые колготочки еще. Что думаете? Я думаю, да, стоит сделать эти колготочки ей, мне кажется, будет супер круто. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами была Моника, всем спасибо большое, всем пока!